Что будем сейчас делать? Ну, я там просил игрушки подготовить. У меня вот такая вот обезьянка. Вот. Давайте знакомиться. Вот. Это наши персонажи. То есть мы сейчас себя отождествляем вот с этими персонажами. То есть как бы проекцию себя, то есть нам важно выйти из той роли, которую мы обычно играем. То есть мы как бы часто зацикливаемся в ролях, которые у нас есть. Ну, там, мама, папа, я, или я на работе, или я вот выполняю функцию там воспитателя, или еще кого-то там, начальник, или подчиненный. То есть, ну, как бы есть некая иерархия отношений, в которых мы все время участвуем, но которыми мы не обязательно нам все эти отношения приносят радость. Да, то есть нам важно, чтобы они нам не мешали, чтобы мы вот в эту работу не тянули вот груз вот этих вот наших каких-то повседневных забот, какой-то суеты там и так далее, а освободились от него. Поэтому мы говорим, что я вот придумываем, вот давайте сейчас мы придумаем себе имя. Вот кто я. Это должно быть какое-то имя, которое не существует. Вот мы придумали какое-то. Как меня зовут? Вот если я спрошу кого-нибудь, да, ты кто? Ну, надо как-то сказать. Может быть, знакомое слово, может быть, совсем незнакомое. Вот, ну, вот как бы себя обозначили. Вот. И теперь мы с этими персонажами сейчас будем разыгрывать фантастический роман. У нас как бы есть некая... Будем фантазировать, то есть проявлять свою фантазийность. Почему проявлять фантазийность важно? Потому что нам из наших фантазий как бы, вот, может вырасти что-то новое. Потому что все, что в этом мире существует, оно когда-то было вот в виде из ничего. Да, вот как у нас тут Мостовой сказал, из ничего вот что-то произошло. Когда-то его не было, а потом оно стало. Значит, если его не было, а оно стало, значит, оно проявилось как некая структура. Поэтому мы вот попробуем сейчас из ничего что-нибудь сделать. Вот из этого. Уйти в нирвану. То есть что-нибудь отремонтировать, чтобы оно стало нирваном у нас самих. То есть у нас так что-то много всякого там разорванных каких-то там связей, разорванных каких-то отношений, может быть, мыслей, да, то есть еще чего-то там. Вот. А нам надо это все подлатать, сделать крепеньким. И вот в это крепенькое, чтобы мы еще могли туда что-нибудь включить такого, чего еще никогда не было. Поэтому у нас вот есть такой игрок вот в этой реальности, вот, с некой планеты, некая цивилизация, представитель некой цивилизации. То есть мы здесь сейчас будем представителями цивилизационных групп, каждый. Да, то есть как бы, поэтому и вот эти цивилизационные группы сейчас они будут взаимодействовать. Да, то есть они будут рассказывать то есть, о том, кто они, зачем они, что они тут делают. Вот, и какие-то истории придумывать. Да, вот эту фантазийность свою проявлять, как бы пытаясь вот в этих фантазиях нащупать то, чего когда раз еще никогда не было. Оно, может быть, в каком-то слове проявится, да, в каких-то сочетаниях каких-то звуков или еще что-то такое. Но оно обязательно проявится, если мы попробуем вот этот поток поймать. Вот. Но нам еще нужна система отображения. Система отображения. Вот это наша фантазия, да, то есть как бы экран. Экран, то есть кто у нас будет воплощать? Ну, чем будем воплощать? Ну, это сурдоперевод такой. Мы должны смотреть. Вот мы же говорим на каком-то языке, да, то есть, а там-то там что-то другой язык где-то, ну, вот в других мирах. Да, то есть, как бы они же могут нас не понять. Значит, нам нужен переводчик. Переводчик, который бы мог своим движением тела, например, да, то есть перевести вот этот рассказ, который вот кто-то что-то будет говорить, да, как бы перевести в некие движения тела. То есть что в этом происходит, когда тело двигается? Да, то есть появляется некий свет, да, то есть у нас мы же светимся, и этот свет начинает меняться в зависимости от этих движений. Да, то есть когда у нас начинает формироваться световая еще структура дополнительная, которая может быть более понятно вот в этих цивилизационных мирах, в которых мы сейчас будем общаться. Кто хочет подвигаться? Ну, вот Оксана, по-моему, хочет. Да, вот я на нее смотрю, я вижу, что она прямо-таки вот горит желанием.
А у вас там музыка какая-то есть? Вы себе можете музыку завести? У меня нету Вот. музыки. Ну, мы не будем ее слышать, как бы, эту музыку. То есть Оксана, она будет играть для Оксаны, ну, чтобы ей музыкальный оператор еще помогал, тогда, то есть мы его не слышим, но мы будем наблюдать, что там будет происходить, как она будет двигаться, Не вот, надо а включить. мы при этом Или... будем разговаривать. Так, ну давайте вот что. Ну, я начну тогда. Как будет у нас действие происходить? Значит, я начинаю чего-то говорить, да, то есть потом другой говорит, третий. То есть вы включаетесь по мере того, по ключевой фразе. То есть ключевое слово, а в это время, да, то есть и начинаете продолжать. Можете продолжать эту же линию, можете включить какую-то другую линию там со своим героем, можете вернуться к предыдущим линиям, которые были до этого, там как бы, то есть и как бы такая вот у нас. Поэтому как только я говорю, а в это время, да, значит, включается следующий человек и говорит, а в это время, и начинает дальше повествование. И желательно, чтобы включались как бы без пауз, то есть с минимальными паузами. Вот это мы как бы чувство меры в себе развиваем, когда мы можем воткнуться вот в эту линию, в канву с очень таким точным попаданием. То есть у нас получается, как бы, опять же, вот мы видим две системы, да, то есть как бы одна система у нас наша реальность, другая система мир структур. То есть у нас Оксана будет отображать нашу реальность, а мы как бы будем все вот мир структур задействовать, да, то есть мы как бы другая часть. И будем смотреть на вот этот вот экранчик, который будет представлять собой Оксана. Да, то есть и у нас действует опять сейчас три структуры. Структура энергия времени, структура блага и благо голд, и структура золотой рыбки. Мы с ними взаимодействуем, пытаясь сформировать, сфантазировать вот этот вот будущий мир, который нам нужен для того, чтобы наши задачи были реализованы, сформировать тем самым и время удачи, и время успеха, и время воплощения нашей мечты. Ну что, поехали, да? Значит, вот у нас первый представитель – это астронавт. Как-то так получилось. Астронавт планеты обезьян. Астронавт с планеты обезьян отправился в путешествие во времени. Да, то есть в другие миры, которые были отнесены совсем в другое время, в котором он жил. Но время это оказалось совсем непростым, потому что в том времени были совсем другие законы. Это были законы другого времени. И когда он столкнулся с этим законом, то он говорит ему, этому закону, ты законный этот закон, или ты почему-то не можешь этот закон обойти? Вот скажи закон, я тебя могу обойти или не могу я тебя обойти? Он для всех или ты только для меня? И вот этот закон и говорит, что когда ты сможешь понять законность, основательность этого мира, только тогда ты сможешь претендовать на то, чтобы эти законы были для тебя всегда реализованы. Потому что закон – это порядок, а если порядок нарушается, то его следует восстанавливать. Восстанавливать этот порядок таким образом, чтобы не было никаких беспорядочных отношений и беспорядочных связей, чтобы люди были порядочными. Бог говорит, астронавт планеты обезьян. Все понятно, но только я же совсем о другом. Я же, говорит, понимаю, что и все законы имеют какие-то ограничители. Ведь мы можем выйти за пределы этих ограничений, когда нам необходимо решить вопрос, который никогда никто не решал. А в это время у нас включается Алексей Иванов. А в это время подлетел на самолете, на аэротакси, подлетел ядро и спрашивает, а почему же, если мы по таким законам живем, по земным,
А почему же тогда сегодня такая погода не солнечная? Сегодня же вообще-то весна, должно быть это, хорошая погода должна быть, потому что трава уже начинает зеленеть, листочки зеленеют. Вообще все такое зеленое становится. А, И Хлорофилла много стало. да, этот хлорофилл прет, наверное, да, со страшной скоростью во всех направлениях. Э, Ну, и только вот почему-то солнца не хватает. Если бы вот издали закон, что весной всегда должно быть солнце, Кто его должен хватать, это солнце? э, почему хватать? Но говорите, не хватает солнца. Кто не хватает солнца? Почему он не хватает это солнце? Почему он позволяет этому солнцу где-то бегать, и его не хватает? Не хватает его, да. И И вот, может, этот зеленый не хватает, это солнце? Поэтому он такой зеленый. да, он зеленый, Еще он, неопытный, неопытный такой. да, вообще отколупнулся от радуги там где-то из серединки, свалился сюда и везде проявляется в это время. А А в это время а в это время А в это время подлетел плазменный ангел на своих крылышках, и он смотрит на все это свысока, что происходит, что там происходит с этим астронавтом обезьянкой, и что происходит с этим зеленым, как его имя, как имя зеленого? Имя Зедрон. зеленого. Как? Это Зедрон. Зидрон, а то мне послышалось гидрон. Вот. И что происходит с этим зидроном зеленым? И он смотрит на них и восхищается ими, и поражается ими, что как они живут в таких сложных условиях. У них везде законы, куда ни ступни, везде законы. У обезьянки астронавта законы, он что-то не может их приступить. У зидрона не хватает солнца и вообще в какой-то он безысходности находится без солнца. И он восхищается этими существами, что они такие мощные, они такие, как сказать, такие исполины, что они, несмотря ни на что, преодолевают вообще все перипетии этой жизни. И он прямо вот захотел из своего горна тоже перепить их захотел. да, перепить, и чтобы прям струилась вот эта, не знаю, радужная такая струйка на их головы, на их тела, и им помочь воплотить все их мечты. И струйка полилась. А в это время красивая лама, пушистая, по имени Алия, сказала: ну, коли вы живете в рамках закона, и коли вы хотите соблюдать справедливость этого мира, и чтобы эти законы вас радовали, и вы чувствовали себя справедливыми, я покажу вам, как можно исполнять свои законы в виде своих желаний. И ваши желания будут превращаться в законы. И тогда Алия подвела всех прекрасных существ, прекрасных планет к большому круглому столу. Он был золотистого цвета, а на нем были воздушные золотые шары. И тогда Алия сказала: возьмите каждый по своему золотому шару, возьмите в руки и поднимите высоко над головой.
И почувствуйте эту энергию солнечного света, наполненности энергии. И как только вы почувствуете этот солнечный свет, вы сможете создавать законы, которые будут исполнять ваши желания. Потому что А вы- желание зеленого закона, ему света не хватает. Вот как раз он хватает свет, а его не хватает. А тут как раз вот ему на блюдечке с голубой каемочкой. А в это время А в это время любви не хватает в этом времени. А в это время маленькое розовое сердечко, пролетая над всем этим, улыбалось, вот, одновременно спало, вот, и говорила: дорогие наши друзья, инопланетяне, земляне, давайте жить дружно, устанавливая законы для всех, такие, чтобы у вас было время, времечко и времена с любовью, пронизанные добротой и рождающие новые взаимные чувства. А в это время прибежал Ерошка и думает: боже мой, сколько они тут дел уже начудили, натворили, напридумывали. И казается, что, оказывается, мир стал чище, лучше, добрее, счастливее, что, оказывается, можно золотые шары собирать и быть при этом, восполнять все свои мечты, можно ими делиться. И он думает: ну чего же еще не хватает? Вроде бы как бы любовь есть, а теперь уже и доходы подоспели. Ну что же нужно еще нам? Ну, наверное, чтобы каждый человек, желая чего-то, воплощал желание другого человека, чтобы это как бы было общим желанием, чтобы вот всем было хорошо при этом, а никто не страдал от того, что у кого-то желание было то, которое может помешать другому человеку, чтобы наступила гармония полная. Вот. И в этой гармонии жили все счастливо и дружно. И вот такое получилось озеро огромное, с которого можно было черпать и заполнять этой гармонией все пространство. Пусть это будут разные-разные миры, не только Земля наша, но наша галактика, и все дальше и дальше, все наши черные дыры и звездные какие-то созвездия и все остальное. И этот вот круговорот, который крутился, оказалось, что, оказывается, там у всех-то все есть, просто его нужно как-то чуть-чуть перераспределить, чтобы всем понемногу и у всех будет все хорошо. И вот он решил: ну ладно, тогда я, наверное, этим и займусь. И он решил все это вот свернуть и развернуть во все стороны. И создалась такая радуга, которая объяла все необъятное, из которой капали такие радужные, летели струи, которые наполняли все миры вот этой вот благодатью. И пусть эта благодать вот проистекала на каждого, ну, в общем-то, существо, потому что они все разные, есть люди, существа, звери, люди, природа, моря, океаны, все, что есть живое, оно все живое, чтобы оно наполнялось этой благодатью, этой гармонией. А в это время началась следующая серия этого фильма. Давайте мы сделаем антракт перед следующей серией, да, то есть, возможно, мы следующую серию сделаем в другой раз. Хотелось бы вот что добавить, какой такой момент. Давайте мы с этим сейчас немножко попробуем обыграть. Ну вот, когда мы говорим о деньгах, да, то есть как бы человек хочет начать взаимодействовать, да, с миром через денежные отношения.
да, какие-то. То есть деньги как некий посредник вот в этих связях. Но ведь если взять это слово денежные, да, то есть как бы есть нежные, а есть денежные. То есть де как некое отрицание получается, да, то есть получается, что деньги как-то связаны с нежностью, но они как-то ее некой противоположностью являются этой нежности, да, то есть поэтому вот интересное такое наблюдение есть многих вот практиков, которые, ну, в частности, этого, как же из Беларуси это этот есть, Дима, забыл его фамилию, ну, достаточно большой аудитории собирает, ну, вот, он говорил, что я, говорит, заметил, что когда у людей мне что-то в бизнесе плохое происходит, как правило, связано это еще и с семьей. То есть это плохие отношения или в семье, или с мужем, там, да, то есть, и это как исчезновение чего-то, вот какой-то связанности, вот, потому что семья это как бы уже некая общность другого рода, и она дает возможность, некую поддержку. То есть здесь не имеется в виду только там муж там или, то есть это братья, сестры, это родители, это люди, которые составляют очень близкий круг. Вот, поэтому в семье это очень важно. И важно, он говорит, в семье важно это еще проявлять свои отношения. Вот если человеку хочется что-то хорошее, там, то есть, допустим, он какую-то нежность проявляет, да, то есть вот, взять ее и проявить, ну как, ну, обнять там, или ласковое слово сказать, или еще что-то, да, то есть как бы, поэтому, когда мы нежность проявляем, мы фактически увеличиваем некий потенциал, да, свой энергетический потенциал вот в этом мире, да, который можно потом проявить уже в виде вот некого денежного потока. Что интересно, я тогда думаю, вот интересно, вот в других языках какие-то аналогии есть? Вот нежность с деньгами как-то связана еще? Вот, ну, в русском вот вроде есть такая связь. Но вот как бы нация, где больше всего проявлены как бы денежные связи, это все-таки вот с английским языком связано. Но он как бы сейчас является таким международным языком каких-то вот финансовых взаимоотношений. И, значит, когда я стал искать там словари, значение там слова нежность, оказалось, что вот такое есть слово тендер. Тендер вроде как, ну вот выиграли тендер там какой-то, но явно с деньгами. Тендер выиграли, значит, деньги получили. Да, то есть, как бы, оказывается, одно из значений слова тендер – это нежность. То есть, как бы есть аналогия, то есть я так думаю, вот эту аналогию имеет смысл использовать, да, то есть если вы чувствуете, что у вас чего-то вот как бы на какие-то начинают нарушаться финансовые потоки, или вы хотите их увеличить, ну, проявите нежность как бы в этом мире, да, проявите его в первую очередь к своим близким, к своим родным, вот, если есть возможности дальше как бы ко всем окружающим людям, да, то есть давайте мы эту нежность сейчас попробуем проявить в наших отношениях. Вот у нас есть как бы вот клеточки, да, нашего экранчика. То есть вот это наша фазовая решетка, антенна, да, то есть как бы, которая связана со всем бионетом. Да, то есть и мы вот это вот, сейчас давайте попробуем вот эти связи световые, которые у нас есть, да, то есть попробуем проявить по отношению хотя бы друг к другу. Вот мы все друг к другу вот сейчас как бы вот являемся экспертами-операторами, да, то есть в чем суть эксперт-операторных отношений? Эксперты и операторы, они становятся одним целым, когда они начинают взаимодействовать. Если оператор не может настроиться на эксперта, ничего не получится. Если эксперт не может настроиться на оператора, то тоже ничего не получится. Значит, они образуют вот эти световые связи, и они начинают друг друга ощущать так же, как самого себя. Да? То есть поэтому давайте вот попробуем настроиться друг на друга. Нам вот эти структуры наши финансовые, энергия времени, благо и золотая рыбка, да, помогут вот в этой настройке. То есть мы что делаем? Мы как бы вот эти световые потоки направляем друг на друга и начинаем друг друга как бы вот нежно как бы вот пытаться касаться этими световыми потоками, да. Но так как каждый слышит этот поток, то к нему же тоже идет этот суммарный поток световой, да, то есть как бы он это ощущение, вот он начинает его проявлять в своем движении, то есть как бы ощущение вот этой вот внутренней нежности, как бы вот этой переливчатости, которая вдруг начинает возникать в душе, когда ее вот начинают гладить. Да, то есть, как бы, ну, то есть у нас сейчас Оксана проявляла, а сейчас мы будем все проявлять вместе, как бы, вот в своем движении вот эти ощущения нежности,
по отношению друг к другу, по отношению к миру, по отношению к другим людям, по отношению к другим цивилизациям и так далее. Да? То есть как бы вот все иерархии, которые мы можем выстроить по отношению к ангелам, к архангелам и к Богу в том числе, потому что благодаря Его как бы труду или чему-либо еще, то есть труд не в прямом смысле, да, то есть как бы он не трудился там в лопату, он делал мир своей одухотворенной мыслью, да, то есть как бы поэтому мы своей одухотворенной мыслью пытаемся стать творцами Творца, да, то есть как бы, то есть мы тоже создаем движение, это движение транслируем вот другим людям, да, то есть как бы своим экспертам, то есть как здесь каждый эксперт и оператор. И одновременно мы начинаем вот эту вот игру со светом, как игрой вот с некой нежностью этого мира. Чтобы в этом не жесткие как бы связи проявлялись, не грубые, не подавление или манипулирование, да, то есть как бы, а вот эта вот легкость, нежность, воздушность всех отношений, всех уровней этого мира, которые мы можем провзаимодействовать. Ну, в первую очередь, друг с другом. 3 композиции подготовьте, чтобы мы... Вот эту тройку, значит, у нас первая удача, успех, воплощение, да, как бы. Вот мы как бы сейчас эти 3 этапа попробуем отобразить вот в разных 3 музыкальных композициях. Достаточно. Да. Ну вот. Немножко поконструировали. Вот у вас вот эти ваши персонажи, которые сегодня вот использовали, даже те, кто не, ну, в разговоре не участвовал, как бы, да, то есть что у нас сегодня? Они набрали вот некого света, который у нас сегодня шел. Вот, поэтому вы можете, ну это же вы в то же время, да, то есть как бы, поэтому вы можете к себе нежно отнестись, да, то есть как бы вот его пощупать, погладить, да, то есть как бы взаимодействовать, чувственность свою проявить, как бы душевность по отношению к самому себе. То есть вот, ну это можно сейчас делать, можно и потом делать, то есть вы можете себя вот таким образом вот, как бы вот нежно отнестись. Ответим на вопрос. Значит, можно ли хотеть нового, сильного, неожиданного без мысли об этом? Здесь мы иногда мысль мы не можем выразить, потому что мысль мы пытаемся выражать в неких словах, а слова имеют разные смыслы. И в эти смыслы бывают ну, как бы скрытые, то есть есть скрытые смыслы, которых мы не можем распознать. То есть есть какие-то понятия, которые к нам, допустим, как информационно идут, а мы их не можем расшифровать в силу того, что у нас понятийных базы данного нет. Значит, тогда нам надо опираться только на некие чувственные ощущения. Поэтому мы говорим о душе как возможности взаимодействовать на другом уровне совершенно. Да? То есть, когда мы можем чувствовать, но не понимать, чувствовать, но вот мы хотим вот этого ощущения, нового, сильного, неожиданного, когда оно вдруг в душе что-то вызывает некий отклик, как вот это вот рождение чего-то нового, чего еще и не было. Мы это не можем осознать, мы можем осмыслить, но оно уже существует. И поэтому мы вот и говорим, когда есть, бывает так, что рассказать настолько много как бы надо слов, чтобы все это... Тогда говоришь кратенько, ново, сильно и неожиданно. И вот это ощущение хочется воспроизводить, поэтому мы говорим, хотим без этого, без мысли. А что за этим стоит? Ну, возможно, это проявится вот в каких-то наших жизнях, делах. Главное, чтобы мы это чувствовали, могли это передавать другим людям, чтобы люди тоже могли это ощущать. И дальше уже вот взаимодействовать на каких-то других уровнях отношений, минуя слова, минуя манипулирование с этими словами, минуя управление, а рассматривая только взаимодействие. Когда человек начинает сам понимать, что ему надо делать, как делать, и ему уже не требуется, чтобы им кто-то руководил, да, то есть он сам и так знает, что ему надо делать. Ну, руководитель может и быть, то как бы, но он даже может, руководитель еще не сказал слово, а ты уже знаешь, что надо сделать, уже пошел и сделал. Ну, это как бы вот так. Хорошо, спасибо большое. Тогда до встречи в пятницу. До новых встреч. Поем песенку. Ку.
Ку-ку. 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 Бай-бай. Ку-ку, бай-бай. Да. До свидания. До новых встреч.